Однажды в Лос-Анджелесе я познакомилась с успешной украинской бизнес-вумен. И пока я пыталась как-то бессвязно и запутанно объяснить, чем я занимаюсь, что я чуть-чуть вот этим, немного такого, и вот это в свободное время, она мне сказала: погоди, так не пойдет. Люди не слышат между строк, и они все равно не узнают, что именно ты делаешь каждый день. Они запомнят ровно то, что ты им сама про себя скажешь. И в глазах людей ты можешь быть кем угодно. Так что выбери то, кем ты все-таки хочешь быть. Поэтому я скажу так. Я Стася, и так сложилось, что всю жизнь я поддерживаю людей, которым страшно сделать шаг. Людей, которым страшно открыть свой бизнес, страшно двигаться вперед в незнакомой среде. Тех, кто не верит, что все получится, и не знает, кому задать вопросы, чтобы все получилось. Как вы поняли, моя миссия находится по другую сторону страха, и она в том, чтобы поддерживать предпринимателей. Началось все очень давно, с того, что в университете меня не взяли в клуб по решению кейсов, и серьезно настроенные ребята в пиджаках сказали, что у них все под контролем, и им не нужна моя помощь. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как сделать свой бизнес-клуб для тех, у кого постоянно все выходит из-под контроля, для предпринимателей. Так все и понеслось. С тех пор я успела поработать с большим количеством стартапов в бизнес-клубе, в венчурном фонде. Сегодня я занимаюсь развитием компании «Легион Фарм». Мы даем работу тысячам геймеров по всему миру. В прошлом году мы прошли акселератор Y Combinator, в который, кстати, сложнее попасть, чем в Стэнфорд, и это очень сильно поменяло мое мировоззрение. В акселераторе я увидела, насколько ярким может быть эффект от взаимной поддержки. Я вообще считаю, что мир делится на тех, кто созидает, и тех, кто их поддерживает. Предприниматели созидают, и у меня есть теория про то, как нужно им помогать. Есть 3 линии поддержки. Первая — это семья и ваши близкие. Я сама, как дочь предпринимателя, как жена предпринимателя, могу сказать, что эта история совсем не про надежный тыл и не про тихую гавань, а про конкретные действия, которые приведут вас к синергии. Если в вашем близком окружении есть предприниматель, то вы всегда должны быть на его стороне. Мы нужны этим людям не только, чтобы внушать им уверенность, что все получится, но и чтобы выполнять конкретные задачи, которые они не успевают делать, будучи на передовой. У каждого Бэтмена есть Робин, без которого он не победит злодеев. И не надо забывать, что Робин — это тоже супергерой. Но при этом важно сказать, что работа вместе с мужем или женой-предпринимателем, она неминуемо отодвинет нас и наши цели на второй план. И когда мы находимся на вторых ролях, мы часто не получаем должного признания и не соотносим наши действия и те результаты, к которым они привели. Я считаю, что важно оглядываться назад и увидеть, сколько людей изменило свою жизнь благодаря тому, что когда-то именно вы их поддержали. Это можно сравнить с кругами на воде, когда бросаешь в нее камень. Чем больше кругов ты создаешь своими действиями, тем больше в них смысла. Вторая линия поддержки — это ваша рабочая команда. Во-первых, это окружение, с которым вы проводите 8 часов в день. Во-вторых, это те люди, на которых вы можете положиться и получить помощь в ответ. Если этого не происходит, попробуйте сделать первый шаг. Третья линия поддержки — это комьюнити. Я всегда говорю, давайте закинем этот вопрос в комьюнити, потому что нет вопроса, который вместе мы не смогли бы решить. И тогда уже ничего не кажется таким страшным, потому что главная ценность любого классного сообщества в ответах на вопросы. Сейчас я развиваю сообщество русскоязычных выпускников, акселератор Y Combinator, и мы, как аламни, руководствуемся принципом «Give First» и безвозмездно помогаем предпринимателям решать их задачи. В наше сообщество вступают предприниматели, которые уже побороли свой первый страх начать, и за этой маленькой дверью встретили целый лес из проблем и вопросов. И вклад каждого из участников сообщества — это те самые круги по воде, которые приводят к многочисленным позитивным событиям. Все эти 3 круга — близкие, команда и комьюнити — это то пространство, в котором страхи преобразуются в энергию, и вы можете на это повлиять. Что касается меня, то следующий свой смелый шаг, который я собираюсь сделать, это помогать не только словом, но и инвестировать деньгами. Конечно, очень страшно за репутацию, страшно принимать решения, брать ответственность, но последний месяц я говорю себе каждый день: пора идти дальше. Мы уже немного опытные, мы выпускники лучших в мире акселераторов, только мы можем дать то, что не могут дать другие. И вместе с деньгами мы можем дать свои знания и свой опыт. Именно так 15 лет начинался Y Combinator. Предприниматели объединились, инвестировали, вкладывались всей душой, и потом к ним добавлялись их же выпускники. А сейчас мы видим самую большую, мощную сеть взаимоподдержки.
И надеюсь, что у нас получится повторить эту магию. И я хочу поддержать вас тоже. Помните о своих достижениях, превозносите свои достижения, смело говорите «я повлиял на это событие». Это даст вам энергию двигаться дальше. Рассказывайте о том, что вы делаете, помогайте, если есть возможность помочь. Окружайте себя вдохновляющими людьми и не корите себя, если лично вы не сдвигаете горы. Ведь вы можете помочь сдвигать горы тому, кто посвятит этому всю свою жизнь, а мир точно станет лучше.